Вы когда-нибудь задумывались о том, как планировать свой бюджет в Германии, когда живешь на пособии? Я вот стараюсь, но у меня пока еще не очень получается, если честно. Меня зовут Наталья. Вы на моем канале, где я рассказываю все о моей жизни в Германии, которая мне иногда самой напоминает реалити-шоу. Потому что я пока не работаю, а живу на пособии. И сегодня я хочу вам показать, во сколько мне обошлись мои покупки за неделю. У меня было 2 закупки в магазине Норма. И, честно говоря, я не укладываюсь в бюджет. Я вам покажу не только свои закупки, цены, чеки, но также расскажу, что я планирую готовить из этого набора продуктов. Начну вот так по порядку. Салат айсберг. Тоже я беру его всегда. Свежий, хороший, хрустящий. Как по мне, так лучшее наполнение салата. Вот такие вот перцы болгарские я беру, когда я хочу что-то готовить с перцем. Он очень ароматный. В Украине он назывался у нас белозирка, белозерка. Фаршировать перец, готовить, тушить капусту, добавлять куда-то при приготовлении идеально. Но и в салаты тоже пойдет. Фермерский ржаной хлеб порезанный, полкилограмма. Про сыр уже много раз рассказывала. Еще расскажу. Ценный сыр для тех, кто следит за здоровьем, за питанием, считает белки и жиры. Так вот, малокалорийный, 0,5% жира, 30 грамм белка. Уже порционно по 50 грамм вот так поделенный. Вообще, обратите внимание, прекрасный. Чаи. Отдельно хочу сказать про чаи, потому что я уже писала в заметках, рассказывала в видео, что я очень люблю чаи пить. Разнообразные. Но кроме чаев я еще люблю кисели из псилиума. Кому интересно, спрашивайте, буду рассказывать. Для здоровья это клад. Псилиум – это шелуха семян подорожника. Поэтому 0 калорий, клетчатка чистая, очень вкусно. Кто любит кисели, ну, в общем, спрашивайте. Если кому-то интересно, буду рассказывать. Вот обычный черный чай, вот такой фруктовый, яблоко, апельсин. Вот такое турецкое яблоко. Здесь, видите, инжир нарисован. Посмотрим, какой на вкус. И такое вот лесные ягоды. В общем, разные чаи. Филадельфия, тоже много раз уже рассказывала. Даже суп готовила тыквенный с этой Филадельфией. Она вот с зеленым луком. Как по мне, очень вкусная. Я беру только ее. И судя по тому, как быстро ее разбирают, и люблю ее не только я, очень трудно. Вот сейчас я взяла одну. Я хотела 3 взять. Одна только была в наличии. Пришлось ограничиться одной. Так, чаи убираю в сторону. Дальше. Виноград. Ну, обычный зеленый виноград. Сейчас как бы сентябрь, сезон еще. Вот такие томаты. Коктейль томаты, была скидка на них. Вкусные, сладкие. Вот с огурцами, с айсбергом, салатик каждый день. Это то, что каждый день надо. Лимонный сок. Я беру и лимоны, это чек, кстати, покажу в конце. Я беру и лимоны, и беру вот сок лайма в данный момент взяла. Иногда беру сок лимона, сок лайма. Мне удобно. Я добавляю очень много куда. Так, вот это миндальное молоко. 14 килокалорий на 100 грамм. Без сахара. Я его использую, девочки, я вам показывала уже. Я готовлю золотое молоко. Готовлю я его или на воде с протеином, или вот на таком миндальном молоке с протеином, или без протеина. Можно использовать обычное молоко, какое хотите, вообще любое. Можно просто на воде. Я готовлю золотое молоко из куркумы. У меня уже некоторые спрашивали, потому что я как-то показала в заметках, что приготовила, люблю. Я обязательно вам, девочки, сниму. И вот такое молоко я себе беру. Миндальное, иногда кокосовое, иногда обычное, в общем, под настроение. Это молоко для кофе. Просто вот порционно, очень удобно. Так, йогурт. Так как я выпечку делаю, показывала вам уже и кухонные, и еще буду делать. Я беру 10%, вот, 10% жирности греческий йогурт для выпечек и для других блюд. И для себя, вот для моей диеты, как бы, для своего диетического питания я беру вот 2% греческий йогурт.
Это мусорные вот такие вот мешки. Обыкновенные и мусорные. Каждый день надо, всегда надо. Вот тоже взяла. Это для выпечки. Это растительный буттершмальц. Это как растительная альтернатива топленому маслу. Попробую. Мне просто посоветовали, я вам скажу, понравилось, не понравилось. Лимоны, как я уже сказала, груши. Они довольно тверденькие, но когда они полежат, мягкие становятся. Я люблю вот осенью груши. Вот такие огурцы. Они чуть дороговаты, я вам скажу. Но когда они есть, я беру их. Когда их нет, беру обыкновенные, большие, длинные. Вот они салатные. Вот ягоды замороженные. Я уже вам показывала голубику. Это я взяла малину. Тоже разнообразие должно быть в питании, девочки. А как же вот без разнообразия? И яблоки. Ну, яблоки это для выпечки, для кухонных, для десертов, для творожных, да, для запекания яблок. Вот это чек. Это магазин Норма. На сумму 49 евро 14 центов. Друзья мои, вот все, что я взяла в магазине Норма на неделю. Показываю вот вторую часть своей закупки. Значит так, начнем с тыквы. Тыкву обычно я люблю очень брать на полях. Я показывала в своих видео, как здесь в Германии бывает магазин без продавца. То есть лежат горы тыкв, ты сам подходишь, выбираешь, написана цена, ты сам кладешь деньги в коробочку, в кассу, и никто тебя не контролирует. Ты доверяешь, тебе доверяют. Но я брала в магазине Норма, потому что до поля я никак не дойду. Если дойду до поля, я вам обязательно покажу. Почему именно тыква Хоккайдо? Объясняю и уже рассказывала. Во-первых, сладкая. Во-вторых, ароматная. В-третьих, она, вот эта кожура у нее съедобная. Ее не надо чистить, девочки. Только вот это вот черненькие какие-то пятнышки убрали. Хорошенечко вымыли и, пожалуйста, мало отходов, больше пользы, больше клетчатки, больше витаминов, только семена. Конечно же, убираем семена. Дальше. Хлеб полба и рожь. Уже порезанный порционно. На одну порцию идет примерно 56 грамм, 57. В общем, вот так. Польза и вкус, так сказать. Это протеиновый такой вот пудинг. Ни разу не брала именно такой. Попробую, вкусно, невкусно. В общем, 71 килокалория на 100 грамм. Написано, что 40 грамм протеина. Где-то я видела вот 40 грамм протеина на вот эту порцию. Попробуем. Почему бы нет? Биотоматы. Это просто протертые томаты. Без соли, без ничего. Просто томатные пюре. Пюре томатное, биологическое. Вот такой вот томатная паста. Для усиления вкуса, если хочется более томатного вкуса. Вот тоже прекрасно, мне нравится. Дальше, девочки, вы спрашивали, где я беру семена псилиума для здоровья. Я рассказывала, что это нереально вкусно, очень полезно. Вот кисели я делаю для пищеварения, для кишечника. Девочки, для профилактики рака кишечника и других заболеваний. Значит, семена псилиума. Это не реклама, а чисто вот совет от меня, от сердца. Уже многие в интернете, может, слышали, видели, читали, спрашивали меня, где я беру. Я брала всегда в магазине DM или в магазине Мюллер. В этот раз я заказала в Amazon 250 грамм. По цене примерно так же получается, но чуть-чуть, наверное, дешевле. Доставка прям домой и баночка такая вот. Не нужно никуда пересыпать, перекладывать. Ну, мелочь, но приятно. Дальше. Вот такая упаковка XXL персики. Вот испанские персики. Прямо с Испании. Вот мне что понравилось. Смотрите, вот прям с дерева. Как сорвали, так мне и привезли. С какими-то такими точечками, листиками. Вот. Все как положено. Вот как с дерева сорвали. Вот такая упаковка персиков. Прелесть. Дальше сыр натертый. Конечно же, я покупаю для себя диетическую еду и готовлю, и вам рассказываю, и советую. Но ко мне приходят гости. У меня бывают друзья. У меня есть семья. Я им пеку, готовлю, делаю выпечки и покупаю и для них. Я купила это все для себя одной, но с учетом, что я буду это есть не одна. Будут приходить гости. Яблоко 2 килограмма. Я уже делала немецкие кухни. И еще буду делать выпечку. И в десерты. И все. В общем, сезон. А что делать? Сезон. Капуста шпицколь. Вот такой сорт капусты очень я люблю. Белая рыбка. Источник белка. Польза.
в каждом кусочке. Вот сколько калорий, калорийность маленькая, 69 килокалорий, белок, польза. 4 штуки, 400 грамм. В общем, по 100 грамм на кусочек. Масло, это тоже для выпечки будет у меня. Все, что я буду готовить, я буду вам показывать. Дальше пошли груши. Груши это вот тоже сезон, тоже польза, витамины. Вот спрашивали у меня, где я беру специи или, как сказать, приправы для своих ароматных чаев, для выпечки. Вот такие палочки корицы. Смотрите, я показывала вам, какие чаи я делаю. Ароматные, просто. И впереди зима еще. Это же просто находка. Но это кассия. Имейте в виду, бывает цейлонская корица, но у меня сейчас кассия. Она чуть подешевле. Ну, я тоже ее использую и люблю. Это Лебкухен-Гевюрце. Лебкухен – это такой вот нюрнбергский знаменитый рождественский пряник. Будем делать его зимой обязательно. Но сейчас вот эти специи, пряности я добавляю в выпечку. Вот где я использую яблоки, или вот штрудель я делаю, или даже творожную запеканку с яблоками, если я делаю, я добавляю вот этот лебкухен. Также я вам показывала в своих заметках, если вы видели, я запекаю яблоки. 5 минут в микроволновке идеально. Я использую сахарозаменитель, вы можете использовать мед, сироп, все, что хотите. Вот такие вот. Везде, куда бы вы добавили корицу, вот это идет. Здесь смесь пряностей разных. Если будет интересно, расскажу подробнее. Может, вам не интересно. Дальше. Сыр. Каждый раз я его показываю, каждый раз я его хвалю, каждый раз я его беру, и никогда он мне не надоедает. Уже 5 лет я его стабильно, постоянно покупаю, ем и другим советую. 30 грамм белка на 100 грамм и 0,5% жира. Находка. Шнитлаух Филадельфия, это с зеленым луком, тоже уже много раз показывала и рассказывала. Малокалорийность, очень ароматная, вкусная. Вот такая баланс, это тоже Филадельфия, но если это со вкусом зеленого лука, то это без вкуса. То есть можно даже и в десерты делать кремы, все, что хотите. В магазине Норма в этот раз не было такого творога, который я беру кремообразный, поэтому я взяла вот такой вот зерненый. Он дороже, но он вкусный, очень вкусный. Это я буду есть ложками, как говорится. Это не для запеканки, не потому что он не подходит, потому что он чуть-чуть дороже. И он как бы, ложками я его есть буду для запеканки. Я беру кремообразный творог, который я вам показывала. Он дешевле, выгоднее и, в общем, уже кремообразный, не нужно ни блендером, ничего. Вот такое кокосовое масло. Про кокосовое масло я вам могу рассказывать еще очень долго. Скажу только в 2 словах, что я его использую везде. Беру био с запахом, не для жарки рафинированное, а именно с запахом. Я его использую и, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Оно у меня идет и как маска для волос, и как крем для кожи, и лица, и всего тела, а также в золотое молоко по утрам, которое я тоже вам показывала в заметках. И оно у меня идет хоть куда, в общем, хоть куда. Это потом я вам буду рассказывать. Кому интересно, спрашивайте, я буду рассказывать, потому что это для здоровья, для пользы, для красоты, для вкуса, для всего, везде. И, помидорчики, это как бы я взяла дешевые, недорогие, долго выбирала, смотрела там и коктейльные, и черри, как-то все мне дорого, и я решила, что мне пойдут и такие в этот раз. Вот еще масло одно, это вот все для выпечки я взяла. Это тоже гости приходят, вкусное, сладкое. Вот молоко тоже для кофе, порционно, удобно. Но себе я беру у вас вот такое вот. Я уже тоже показывала, рассказывала. Почему именно его? Оно без сахара, миндальное, очень низкокалорийное. Там 14 килокалорий на 100 грамм. Без сахара. Да, я уже сказала. И оно дает кремовую текстуру. Хоть вы делаете овсяночку, хоть вы делаете
золотое молоко, хоть вы в кофе добавляете, хоть какао делаете, хоть куда. Кола уже надпила. Купила просто потому, что захотелось пить. Иногда беру zero цукер, 0%. Иногда себе беру, не часто. Я не считаю ее вредной, вы как хотите, но я иногда беру. Вот. Захотелось пить в магазине, жажда почему-то наступила, и вот уже даже вышла с магазина, сразу начала пить. Дальше. Вот такой вот моющий. Написано антикальк. У меня вот там раковина, и вечно меня раздражает вот этот кальк. И вот тут нарисованы краны. И что-то я никак ничего не найду себе, чтобы мне больше всего нравилось. Пробую то, это. И вечно мне ничего не нравится. Вот это вот у меня я взяла специально для печки. Вот она у меня. Всегда какая-то вот не... Ну вот смотрите, вот это же она, я же ее мыла уже, чистила, полировала. И она меня огорчает. Вот смотрите, кто мне может что посоветовать, девочки, я прям вот с удовольствием выслушаю ваши советы. Особенно если еще и сэкономить можно, потому что я не нашла еще какое-то средство, чтобы было дешево и сердито. Покупаю, что вот понравится, то я и беру. А потом получается, не знаю, за все деньги мира тут нужно экономить, а ничего-то не получается у меня. Так, на чем я остановилась? Уксус для уборки. Ой, уксус. Сейчас вам вообще про уксус еще расскажу. Почему уксус для уборки я беру? Да потому что я, когда работала, вот рассказывала вам, работала я на работе, на заводе Audi, на кухне. И там были промышленные моющие средства. Они жир растворяли. Они такие хорошие, просто замечательные. Но мне сказали там девочки, такой лайфхак. Везде и всюду добавлять уксус. Хоть вот это для уборки уксус, хоть даже обычный столовый уксус добавляйте, и будет вам счастье. Будет все обезжиренное, будет все дезинфицированное, и будет все в лучшем виде. Не знаю, как еще сказать, но, в общем, я воспользовалась этим советом, и так это профессиональная была уборка, девочки, это не просто какие-то любительские советы на любительском уровне, это была профессиональная уборка. И я считаю, что этот лайфхак для вас, наверное, не новость, но кто не знает, может кто-то узнает от меня это сегодня. Дальше йогурт 2%. Мне почему-то вот этот йогурт не очень вкусный, другого там не было. Я в Лидле люблю, тоже 2% беру, но он мне вкуснее. Этот взяла, потому что, ну, какой был, такой взяла. Тоже пойдет. Вот такой Knoblauch-багет. Это чесночный такой багет, который в духовке запекать там 10 минут и готово. Тоже, если там быстро что-то надо. Вот пудинги. Вот про пудинги тоже отдельная история, потому что я их беру специально для диетических творожных запеканок, которые я делаю 5 минут в микроволновке. Можно, конечно, в духовке, но, девочки, в микроволновке получается такой чизкейк шикарный. Это нужно вам показать один день. Кому интересно, говорите, я буду показывать, потому что это реально находка. И вот этот пудинг, что я вам хочу сказать, тут 4 штуки, очень дешево. По калорийности он очень дешевый. И сам вот этот чизкейк потом вообще получается 80 килокалорий, что ли, на 100 грамм. А очень вкусный, очень. Ну, яйца. Яйца как бы в каждой семье нужны, в каждой семье надо, и много, и всегда. Хоть вы на диете, хоть вы не на диете, хоть детям, хоть старикам, хоть кому. Девочки мои дорогие, вот такая у меня сегодня закупка. Показываю чек. Кто хочет, увеличивайте и смотрите внимательно. У меня получилась такая интересная сумма 73 евро 73 цента. Вот так. Вот так и живем. Вот так и живем. Это второй раз на этой неделе я закупилась. Посмотрим, что за месяц получится. И, конечно же, я буду показывать, что я вам готовлю из этих продуктов. Чтобы вы понимали, что получается из такого количества, сколько получается и в какую цену выходят потом как бы блюда. То есть вот буду делать, допустим, голубцы в следующий раз. Я вам посчитаю, сколько получилась эта порция голубцов. Или что-то другое буду делать. Вот из тыквы что-то буду делать. В общем, вот так, девочки. На сегодняшний день вот так. Всем пока-пока. Берегите себя, своих близких. Не забывайте пить воду.